Приветствую тебя, дорогой подписчик. На моем канале будет много интересного контента. Подписывайся, ставь палец вверх и оставляй комментарии. Лес задыхался от липкого зноя. Старая проселочная дорога, поросшая по краям подорожником и колючим кустарником, казалась бесконечной нитью, ведущей в никуда. Здесь, в тени векового дуба, разыгрывалась трагедия, скрытая от глаз равнодушного мира. Мика, величественная кошка породы Мейн-кун, с глазами цвета застывшего янтаря и роскошной дымчатой шерстью, задыхалась. Грубая пеньковая веревка была затянута вокруг ее шеи коротким, безжалостным узлом. Каждый раз, когда она пыталась сделать вдох, ворс впивался в кожу. Ее привязали так низко и так туго, что она не могла даже лечь, только стоять на дрожащих лапах, вытянув шею в немом крике. Мика помнила холодные руки человека, которого она считала своим миром. Она помнила запах его парфюма, дорогого и резкого, смешанного с запахом пота и страха, когда он тащил ее к этому дереву. Она не сопротивлялась. Она верила ему до последнего щелчка карабина. Теперь эта вера превратилась в медленную агонию. В ее голове билась лишь одна мысль — почему? Но лес не давал ответов, только шелестел листвой, словно сочувствуя. Рядом, в высокой траве, копошился крошечный комочек, ее сын, рыжий котенок по имени Лев. Он был слишком мал, чтобы понять предательство хозяев. Лев плакал, тонко, пронзительно, по-детски. Он пытался подойти к матери, ткнуться носом в ее теплый бок, но Мика шипела, отталкивая его лапой. Не от злости, от ужаса. Она знала, что если он подойдет слишком близко, она может случайно придавить его или ударить в конвульсиях, когда воздух окончательно перестанет поступать в легкие. Каждое ее движение затягивало петлю еще туже. Кай был еще совсем подростком, полугодовалым щенком немецкой овчарки. Его уши еще не стояли ровно, забавно заваливаясь на бок, а лапы казались слишком длинными для худощавого тела. Он был бродягой не по своей воле, потерялся во время похода и уже 3 дня рыскал по лесу. Голод терзал его желудок, но еще сильнее терзало одиночество. Он услышал их раньше, чем увидел. Запах страха и кошачий плач прорезали лесную тишину. Кай выскочил на поляну. Его инстинкты, дремавшие до этого дня, пробудились мгновенно. Он не видел в Мике врага или добычу, он видел страдание, которое было ему знакомо. Щенок бросился к дубу. Он начал грызть веревку, яростно терзая зубами жесткое волокно. Пенька была пропитана дегтем и грязью, она ранила его нежные десны, из которых сочилась кровь, окрашивая светлую шерсть на морде. Кай упирался лапами в ствол, тянул изо всех сил, хрипя от натуги. Но веревка, сделанная руками человека для того, чтобы держать крупный скот, была слишком прочной. Каждое его усилие лишь заставляло Мику хрипеть сильнее. Мимо пронеслась машина. Затем вторая. Люди внутри слушали радио, обсуждали планы на ужин, не замечая маленькую драму за стеной кустарника. Кай замер, глядя на дорогу. Он понял, его зубов не хватит. В его маленькой голове созрел план, который требовал от него небывалой храбрости, довериться существу, которое и создало эту петлю. К человеку. Кай вылетел на обочину. Дорога была опасным местом. Здесь пахло гарью, сжженной резиной и скоростью. Но он бежал прямо по разделительной полосе. Его лай превратился в хриплый вой. Он бросался наперерез железным монстрам, заставляя их тормозить с визгом.
Один из водителей замахнулся на него пустой бутылкой, другой просто прибавил газу, едва не задев пушистый хвост. Прошло 20 минут, которые для привязанной Мики стали вечностью. Солнце поднялось выше, и жажда начала мучить кошку. Кай уже почти сдался, когда на горизонте показался силуэт мотоцикла. Офицер полиции Марк возвращался с дежурства. Он был утомлен, его мысли были заняты ремонтом дома, но резкое движение на дороге заставило его ударить по тормозам. Когда щенок вцепился в его брюки, Марк сначала отпрянул. Но взгляд Кая, в нем не было агрессии. Там была такая осознанная мольба, что у офицера пошли мурашки по коже. «Тише, парень, тише», — прошептал Марк, снимая шлем. «Ты ранен? Откуда кровь на морде?» Кай не дал себя осмотреть. Он дернул штанину и кинулся к лесу, на секунду остановившись, чтобы убедиться, человек идет следом. Когда они достигли дерева, ситуация стала критической. Лесной орел, огромный и древний, как сам этот лес, кружил над поляной. Он уже приметил Мику. Для него она была просто легкой добычей, лишенной возможности защититься. Птица камнем упала вниз. Кай, не раздумывая ни секунды, прыгнул наперерез. Это был бой Давида и Голиафа. Орел бил мощными крыльями, поднимая тучи пыли и сухих листьев. Его когти рвали нежную кожу на лбу щенка. Кай скулил от боли, когда клюв хищника полоснул его по уху, но он не отступал, яростно щелкая зубами в ответ. Он защищал не просто кошку, он защищал право на жизнь. В этот момент Марк выбежал на поляну. Увидев нож в руках человека, Мика в последний раз зашипела, собрав остатки сил, но когда лезвие перерезало веревку, мир для нее померк. Она просто обмякла. Офицер едва успел подхватить ее, чтобы она не ударилась о корни. «Я здесь, маленькая, я здесь». Марк бережно прижал ее к себе. Он посмотрел на Кая. Тот сидел рядом, его морда была залита кровью, а из разодранного уха капало на траву, но он смотрел на Мику с такой нежностью, будто она была его собственной матерью. В ветеринарной клинике центра «Зеленый лист» в ту ночь не спали. Мику положили в кислородную камеру. Врач долго и осторожно срезал остатки веревки, которые буквально вросли в кожу. Под шерстью обнаружились старые шрамы, признак того, что ее жизнь и раньше не была легкой. Кай сидел в углу приемного покоя. Ему наложили 7 швов на лоб и 3 на ухо. Когда медсестра попыталась увести его в вольер, он просто лег на пол и превратился в неподвижный камень. Он не ушел, пока через 3 часа ему не позволили подойти к стеклянному боксу, где лежала Мика. Увидев щенка, кошка слабо шевельнула хвостом. Только тогда Кай позволил себе закрыть глаза и провалиться в глубокий, тяжелый сон. Следующие 2 недели Марк навещал их каждый день. Он приносил лучшие корма и игрушки, но больше всего животные ценили его присутствие. Мика долго не доверяла людям. Она сжималась в комок, когда кто-то входил в комнату. Единственным, кто мог вывести ее из этого состояния, был Кай. Пес заходил в ее вольер, аккуратно брал котенка-льва за шкирку, перекладывал его к себе под бок, а затем клал голову на лапы Мики. В такие моменты она начинала мурчать. Звук, похожий на работу маленького, но очень надежного моторчика. День выписки выдался солнечным. Марк приехал на своей старой машине, мотоцикл был не лучшим транспортом для такой компании. Он официально оформил документы на усыновление всех 3. Когда они вышли на траву перед центром,
Мика впервые за долгое время не оглядывалась со страхом. На ее шее теперь красовался мягкий кожаный ошейник с адресником в виде сердца. Лев, превратившийся в пушистый рыжий шар, бесстрашно охотился за хвостом Кая, который терпеливо сносил все нападки. Марк открыл дверь багажника, застеленного мягким одеялом. «Ну что, команда, домой?» Мика запрыгнула первой. Она устроилась в самом углу, наблюдая, как Марк помогает Каю. Пес все еще немного прихрамывал. Офицер сел за руль и посмотрел в зеркало заднего вида. Там, среди одеяла и игрушек, он увидел не просто спасенных животных, а семью, созданную из боли и великого мужества. По дороге домой они проезжали тот самый поворот к лесу. Кай на секунду замер, принюхиваясь к запаху сосен, а затем отвернулся и лизнул льва в макушку. Прошлое осталось там, привязанным к старому дубу. Впереди была целая жизнь, полная теплых вечеров у камина, долгих прогулок и, самое главное, тишины, в которой больше не было места крику о помощи. Вечером того же дня, сидя на крыльце своего дома и наблюдая, как Кай и Мика вместе лежат на траве, Марк подумал о том, сколько людей проехало мимо в тот день. И как хорошо, что один маленький щенок оказался храбрее всех них вместе взятых. Герои не всегда говорят на нашем языке. Иногда их подвиг — это просто бег в правильном направлении. Иногда герои не носят плащей. Иногда они бегут по раскаленному асфальту, сбивая лапы в кровь, чтобы привести спасение туда, где его уже не ждут.